У каждого геймера есть одна мечта – это иметь игровой компьютер, чтобы играть во все новинки или же в те игры, которые требуют мощное железо. Но не у всех есть возможность приобрести себе игровой компьютер, поэтому я нашел для вас альтернативное решение этой проблемы. Я собрал целый список игр, которые не требуют мощного компьютера. Так что в этом видео я вам расскажу про топ-10 лучших игр с крутой графикой, в которые вы сможете поиграть на своем слабом компьютере или ноутбуке и насладиться процессом игры. Приятного просмотра! Первая игра из нашего списка – это Прототип 2. Это экшен-игра с открытым миром, опубликована американской компанией Activision и разработанная канадской компанией Radical Entertainment. Прототип 2 является прямым продолжением игры Прототип и был анонсирован на премии Spike Video Game Awards 2010 года. События игры разворачиваются в Нью-Йорке, теперь известном как Нью-Йорк Zero. Вслед за сержантом Джеймс Хеллер в своем стремлении уничтожить Алекса Мерсера, потеряв все и всех, кого он любил, из-за вируса «Черный свет». Игра вышла 24 июля 2012 года. Геймплей Прототип 2 похож на первую игру, однако способность Muscle Mass была заменена на новой силой Тендрила. Улучшена система борьбы, движения и уклонения. Еще одна замечательная способность, известная как Биобомб, может быть использована для крупномасштабного уничтожения нескольких целей. Окружающая среда намного богаче, с большой разрушаемостью, улучшенным визуалом и разнообразием, погодными эффектами и более широким спектром действий и анимации для NPC. Способность Сонара позволяет игрокам находить цели охоты, отправляя импульс, который затем возвращается с общим местоположением цели. Арсенал был модернизирован с использованием нового оружия, которое Хеллер сможет использовать, сняв их с транспортных средств, к которым они прикреплены. Sleeping Dogs. Приключенческий экшен с видом от третьего лица в открытом мире. Действие игры происходит в Гонконге от лица секретного агента Уэ Шена, внедренного в местные триады. В игре особое внимание уделено боевой механике, одной из лучших в своем роде. Также вы сможете свободно путешествовать по городу на автомобиле или пешком, менять себе одежду на свое усмотрение, покупать хот-доги и пиццу и другую еду. Наблюдать за простыми гражданами. Также эту игру считают клоном GTA. Третья игра – это Mirror's Edge. Одно из главных открытий года – паркур-экшен с потрясающей проработкой затяжных прыжков, спусков по тонким балкам, бег по отвесным стенам и прочих способов экстремального перемещения в пространстве. В роли спортсменки-комсомолки Фейт мы скачем по городским крышам недалекого будущего и сражаемся не только с полицией, но и самим собой. Каждый уровень – это в первую очередь испытание для реакции, глазомера и даже вестибулярного аппарата. Max Payne 3. Max Payne – это шутер от известных издателей и разработчиков Rockstar Games, которые выпустили такие легендарные игры, как GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Но как вы знаете, чтобы поиграть в такие игры, нужен хороший игровой компьютер. А в связи с нынешней ситуацией в мире и рост цен на видеокарты, не все могут позволить себе купить или обновить свой ПК. И решить данную проблему вам поможет облачный гейминг Loudplay. С ними ты можешь превратить любой девайс в современный игровой компьютер. В отличие от других сервисов облачного гейминга, Loudplay – это мощный ПК без ограничений. Тебе доступен рабочий стол Windows, можно самому устанавливать игры и приложения для работы и не переживать о сохранении данных. Игровой компьютер Loudplay дает возможность выбирать абсолютно любую игру для установки. После запуска облачного ПК ты можешь самостоятельно скачать игру из любого магазина или торрент-трекера. Если ранее ты уже купил игру в Steam или Origin, то платить за нее не придется. Облачный компьютер подключен к интернету 1 гигабит в секунду, поэтому загрузка игры пройдет очень быстро. Кроме этого, они специально сделали игровые компьютеры, на которых уже установлена лицензия популярной игры. Если не торопиться поиграть, этот вариант подойдет. Для комфортной игры с облачного ПК нужен стабильный интернет со скоростью не менее 10 мегабит в секунду. Приложение Loudplay работает на любых девайсах с Windows, macOS и Android.
Чтобы начать играть на компьютере, вам нужно будет скачать лаунчер, пройти регистрацию и после чего нажать вот сюда и обязательно активировать промокод, чтобы получить 10% бонусов при пополнении баланса. Также, если вы хотите начать играть с Android устройства, то переходим по ссылке в описании и устанавливаем приложение на свой смартфон. Устанавливай приложение, скачивай любые игры и программы, играй в крутые новинки с высоким FPS на своем старом компьютере, ноутбуке или смартфоне с облачным сервисом Loudplay. Вся информация в описании. Возвращаемся, о чем мы говорили. Мы говорили про игру Max Payne 3, которая отлично подойдет для тех, у кого слабый ПК. Max Payne – это игра, открывающая игрокам тайны бандитского Нью-Йорка, города глухих переулков, заброшенных домов, темных подвалов и ночных перестрелок. Протагонист игры – бывший офицер полиции Макс Пейн, который в одночасье оказался вне закона. Скрываясь от закона, Макс внезапно наталкивается на информацию о людях, которые несколько лет назад убили всю его семью. Ведомый местью, Макс спускается в погоне за убийцами, еще не зная, что его ожидает. На геймплей Max Payne сильно повлиял жанр гонконгский боевик, в частности фильмы Джона Ву. Помимо обычных перестрелок, в игре есть огромное количество акробатических этюдов и bullet time, моментов с замедлением времени. Dirt 3 – это компьютерная игра жанра автосимулятора, 8-я по счету в серии Колин Макрей, продолжение предыдущей игры серии Dirt 2. Dirt 3 базируется на игровом движке Ego 2.0. Основная часть игрового процесса посвящена зарабатыванию очков репутации, которые игрок получает, участвуя в различных соревнованиях и которые нужны для привлечения внимания спонсоров, предоставляющих новые транспортные средства. Также в игре присутствует режим Джимханы, где игрок должен проходить трассу с препятствиями, при этом выполняя трюки, чтобы получать очки. Кроме того, в игре существуют и режимы для вечеринок, в которых целями являются разрушение деревянных строений, распространение зомби-инфекции и захват флага. В хардкорном режиме игроку доступен только вид из кабины, отсутствуют помощники, появляется снег и дождь, а также возможность загружать видеоповторы сразу на YouTube. Игра вышла 24 мая 2011 года. Battlefield Bad Company 2. Мультиплатформенная игра в жанре шутера от первого лица, разработана компанией Electronic Arts. Battlefield Bad Company 2 – игра 2010 года. Игра продолжает историю успеха, заложенного предыдущими играми. Одним из самых инновационных дополнений в игре является использование разрушаемой игровой среды, которая встречается как в одиночной, так и в многопользовательской режимах. В истории одиночной игры вы будете играть за Престона Марлоу. Почти во всех миссиях к игрокам присоединяется их команда, но ответственность определенно ложится на игрока, поскольку ваша команда в большинстве случаев почти бесполезна. Battlefield Bad Company 2 также начала использование регенерирующей системы здоровья, которую представили многие другие игры того времени. Bad Company 2 – отличный опыт для одиночной игры, но он также великолепен в многопользовательской среде, как и другие игры в этой игровой серии. Need for Speed Most Wanted 2. Как мы помним, в 2005 году после выхода в свет самой любимой частью Need for Speed является старая добрая Most Wanted. Разработчики получили множество положительных отзывов от рядовых игроков. Игра казалась реально достойной. Она понравилась большому количеству геймеров. С момента выхода оригинальной Need for Speed Most Wanted прошло около 7 лет. Разработчики выпустили новую версию игры Need for Speed Most Wanted, делая ремейк 2005 года. Много чего изменили, улучшили и кардинально переделали некоторые элементы геймплея, однако общие черты остались прежними. Одним из главных отличий это графика. На максимальных настройках графики все просто сверкает, качество детализации автомобиля также на высоте. Это касается не только автомобилей игроков, но и обычного дорожного трафика, чего не было в Need for Speed Most Wanted 2005 года. Рассекая по улицам мегаполиса, иногда кажется, что ты смотришь какой-то фильм, настолько все реалистично. А количество автомобилей не так и много, около 40 штук. Но почти все они открыты с самого начала.
Автомобили в игре разбросаны по целой карте в нескольких экземпляров, но все они изначально скрыты. Как только игрок подъезжает к автомобилю, он тут же может в него пересесть и продолжить исследовать город уже на нем. После открытия автомобиля на карте появляется соответствующий значок, после чего он становится доступным в меню Easy Drive, с помощью которого можно быстро пересесть из одного автомобиля в другой. Следующая игра — это Dead Space. Научно-фантастическая компьютерная игра в жанрах хоррор-выживания и шутера от третьего лица, разработанная студией Electronic Arts. Действие разворачивается в далеком будущем. С кораблем, который добывал полезные ископаемые, разрушая планеты, потеряна связь. Вы в роли космического инженера Айзека Кларка вместе с 4 другими партнерами должны отправиться на звездолет и выяснить, что же с ним произошло. Не обошлось тут и без любовной интриги. На этом корабле находится девушка главного героя. Совершив не очень мягкую посадку, после чего корабль пришел в негодность, члены экипажа сталкиваются с жуткими монстрами-паразитами. Попав в тело человека, они превращают его в чудовище. Айзеку удается сбежать, но он, к сожалению, оказывается отделенным от своих коллег. Здесь и начинается игра, где вас ожидает множество интересных и весьма неожиданных поворотов сюжетной линии. Assassin's Creed Brotherhood или Братство Крови. Третья часть игры в жанре экшен-адвенчур и стелс-экшена с видом от третьего лица, разработана компанией Ubisoft. События игры происходят в конце 15-х, в начале 16 веков. Действие в сегодняшнем времени происходит на территории Италии. Главным героем игры является итальянский дворянин Эцио Аудиторе, который продолжает свою борьбу с орденом тамплиеров в Риме. Just Cause 2. Компьютерная игра в жанре экшен-адвенчур с открытым миром, разработана шведской студией Avalanche Studios и выпущенная Square Enix. Игра является прямым продолжением Just Cause 2006 года. Главный герой игры, оперативник Рико Родригес, посещает вымышленное островное государство Панау в Юго-Восточной Азии, которым правит диктатор Малыш Панай. Игрок исследует обширный мир игры, сражаясь с различными противниками с помощью огнестрельного оружия. Особым снаряжением героя является трос с крюком-кошкой. Это устройство позволяет быстро перемещаться, зацепляясь в любую твердую поверхность, и связывать различные объекты друг с другом. Игра поощряет уничтожение зданий и сооружений, вознаграждая игрока очками хаоса. Их необходимо набирать, чтобы открывать новые сюжетные задания. По всему миру было продано 6 миллионов копий игры, что превзошло первоначальные ожидания издателя. Ну вот и все, это было топ-10 игр для слабого компьютера или ноутбука. Ну вот и все, это было топ-10 игр для слабого компьютера или ноутбука с крутой графикой. Я надеюсь, что вы нашли для себя игру, в которую хотели бы поиграть на своем слабом ПК. В комментариях можешь написать, какая игра из этого видео тебе больше всего понравилась. Лично мне нравится Прототип 2, я бы в нее поиграл. Спасибо за просмотр, с вами был Симон и всем пока.